Поздней осенью в округе Гринвилл царил хаос, замаскированный под изобилие. Небывалый урожай яблок заполонил все фруктовые сады, ошеломив фермеров и упаковочные сараи. Грузовики с ящиками без конца с грохотом подъезжали к кооперативам, разгружая ящик за ящиком. Но горы фруктов все еще громоздились, побитые механическими сборщиками, упавшие слишком рано или слишком испорченные для продажи. Амбары были переполнены. Их деревянные стены прогибались под тяжестью урожая, который невозможно было продать. К концу сезона местные фермеры столкнулись с проблемой, которая не давала покоя их практичным душам. Что делать с 2500 тоннами остатков яблок и мякотью, оставшейся от приготовления сока и консервирования? В течение многих лет им удавалось получать небольшие излишки, компостируя отходы на своих полях или отправляя их на тележках в мусорные ямы. Но этот год был необычным. Само количество яблок, кожуры, семян и плодоножек превосходило их обычные запасы. Хранение этого материала грозило нашествием вредителей и зловонием, которое будет преследовать округ в течение нескольких месяцев. Перевозка мусора на отдаленные свалки наносила ущерб бюджету и воспринималась как предательство по отношению к земле, на которой они работали. Должен был быть более разумный способ. Клэр Рейнольдс, опытный садовод с 30-летним стажем ухода за деревьями, оказалась в центре кризиса. Фруктовый сад ее семьи пострадал от переизбытка, и она не собиралась позволять ему загнивать и превращаться в руины. На многолюдном собрании фермеров округа она прислонилась к стене, скрестив руки на груди, пока голоса спорили о решениях. Затем выступил доктор Калеб Тернер, долговязый ученый-эколог из университета Ривервуд. Его команда специализировалась на компостировании и восстановлении почвы, и у него была потрясающая идея. «Почему бы не свалить все это на Old West Tract?» – сказал он, указывая испачканной землей рукой. «Это бесплодный участок на окраине округа, там все равно ничего не растет. Яблочные отходы могли бы восстановить его». Угрюмый фермер фыркнул. «Выбрасывать гниль на пустырь? Это не решение проблемы, Тернер, это беспорядок». По комнате пронесся одобрительный шепот. Клэр склонила голову на бок, заинтригованная. Она видела, как на ее собственной земле истощенную почву восстанавливали органическими веществами. «Подождите», – вмешалась она ровным голосом. «Это дешевле, чем свалки. Если это сработает, мы кое-что выиграем. Если ничего не получится, нам от этого не станет хуже». Ее логика перевесила чашу весов. Фермеры неохотно согласились, сбрасывая отходы на бесполезную землю, и потратили немалые деньги, чтобы вывести их. В течение следующих нескольких недель план был приведен в действие. Тракторы и фургоны сновали по Гринвиллу, перевозя 2500 тонн яблочных остатков, мякоти, полусгнивших фруктов, семян и стеблей на Old West Tract. Клэр ежедневно выезжала на своем потрепанном пикапе, наблюдая, как рабочие раскладывают кашеобразные кучи по потрескавшейся пыльной почве. Воздух наполнился резким запахом бродящих фруктов. Местные жители окрестили это место фруктовой горой и отпускали шутки о том, что обнюхивают его за много миль. Команда доктора Тернера не просто бросила все и сбежала. Они смешали отходы с верхним слоем почвы, еженедельно проверяли уровень pH и вносили в почву полезные для компоста микробы. Была установлена простая проволочная изгородь, чтобы олени не разбрасывали мусор. Одним морозным утром, когда была собрана последняя партия, Клэр присоединилась к доктору Тернеру на краю поля. Он опустился на колени и набрал в ладони темной мякоти. «В этом продукте много азота, калия, жизни», — сказал он с почти мальчишеским энтузиазмом. «Дайте время, и грибки, бактерии, насекомые превратят это место во что-то живое». Клэр, прищурившись, посмотрела на хаотичный беспорядок. «Природа медлительна, Калеб.
Я надеюсь, что ожидание того стоит». Он усмехнулся. «Так и будет. Поверь мне». Большинство фермеров, обрадовавшись возможности избежать платы за утилизацию, вернулись к своим обычным делам. Клэр и доктор Тернер не могли успокоиться. Той весной она бродила по тропинке в одиночестве, ожидая увидеть комья гнили. Вместо этого она обнаружила участки ярко-зеленой молодой травы, а не только упрямые сорняки, которые когда-то здесь росли. Почва под ногами стала более рыхлой, живой. Она позвонила доктору Тернеру, который прибыл с группой аспирантов, на лицах которых сияли широкие улыбки. «Дождевые черви вернулись», — сказал он, показывая извивающийся экземпляр. «Микробы процветают. Это работает, Клэр». Лето прошло, и начались перемены. На 5-й год кустики проросли целыми гроздями, а почва потемнела и приобрела насыщенный гумусовый оттенок. Фермеры, которые подшучивали над Клэр из-за ее заросшего кустарником фруктового сада, начали заглядывать, проявляя любопытство. Один из них, седой мужчина по имени Том, пнул землю и пробормотал, что неплохо для кучи гнили. Клэр ухмыльнулась и велела тебе подождать. Доктор Тернер, всегда терпеливый, отмахнулся от насмешек. Природа готовит здесь что-то особенное. Просто смотрите. 10-й год принес потрясение. Из почвы пробились саженцы яблони, которые родились из семян в мякоти. «Поле окупается», – пошутил работник сада, опираясь на грабли. Местные газеты пронюхали об этом и опубликовали статью под заголовком «Невероятный сад». Доктор Тернер смеялся за чашкой кофе с Клэр. Глупое название, но оно подходит, не так ли? Она кивнула, глядя на тонкие саженцы. Это похоже на подарок, которого мы не заслужили. К 15-му году несколько деревьев зацвели розовым и белым цветом. Лепестки колыхались на ветру, а пчелы жужжали над ними. Садовники, которые когда-то не обращали внимания на отходы, стояли разинув рты. Почва достаточно окрепла, чтобы на ней выросли настоящие фруктовые деревья. Клэр прогуливалась среди них. Ее практичный ум боролся с благоговением. «Никогда не думала, что увижу такое», — призналась она доктору Тернеру. Он пожал плечами, не сводя глаз с цветов. «Я сделал. Просто это заняло больше времени, чем я надеялся. 5 лет спустя 2 десятилетия, старый западный тракт превратился в настоящее чудо. Здесь больше не было пыльной пустоши. Здесь рос молодой лес. Десятки зрелых яблонь тянулись к небу. Их ветви были увешаны мелкими плодами неправильной формы, затенявшими полевые цветы. Клэр, посидевшая, но все еще бодрая, посетила доктора. Команда Тернера выиграла хрустящий осенний день. Когда они это увидели, наступила тишина. В кронах деревьев гнездились птицы, внизу сновали белки, ветер доносил сладкий аромат фруктового сада. Она сорвала небольшое яблоко, вытерла его рукавом и откусила кусочек. Это было сладко, с оттенком триумфа. «Кто бы мог подумать?» – пробормотала она. Доктор Тернер усмехнулся. «Это сделала природа. Мы просто подтолкнули ее». Слухи распространились за пределы Гринвилла. Ученые из Огайо и Вермонта посетили это место, восхищаясь почвой, изобилующей дождевыми червями, местными травами и насекомыми, процветающей экосистемой, созданной из отходов. Экологические журналы хвалили это место как образец для восстановления земель. Команда ученых из Мичигана запустила собственное исследование по компостированию яблок, ссылаясь на работу доктора Тернера. Дома семьи собирали необычные фрукты каждую осень, а дети хихикали, слушая рассказы о фруктовой горе. Одна девочка, держа в руках кривобокое яблоко, спросила Клэр: «Вы действительно вырастили все это из мусора?» Клэр усмехнулась. Яблоки сделали свое дело. Доктор Тернер, который теперь постоянно работает на этом участке, как-то весной размышлял под цветущим деревом.
Это началось как средство от головной боли. 2500 тонн целлюлозы, которые никому не были нужны, сказал он мягким голосом. Теперь это урок. Даже неудачники могут создать что-то долговечное. Клэр кивнула, глядя на нагруженные ветки. Только что стало известно, что его исследовательская работа «Регенерация из остатков» была представлена в университетах. Она вспомнила лихорадочный сбор урожая, неуверенное голосование, вонь на первой свалке.